Как снова поверить в любовь? И получится ли поверить? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Довольно необычный сегодня будет у нас расклад. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который наделен очень острым умом. У вас хорошо развита логика, аналитика. Вы такой, может быть, даже в каких-то моментах довольно расчетливый, прагматичный. Но я сейчас не говорю про какую-то выгоду. Вы человек, который просчитывает на 10 шагов вперед. Вы можете, опять же, анализируя какую-то ситуацию, предсказать, вот, что будет дальше, чем это все закончится. Да, вот основываясь чисто на логике. У вас довольно неплохая интуиция, вы об этом знаете. У вас может быть очень крепкое слово. Особенно если вы говорите что-то на эмоциях, когда вы думаете на эмоциях. У вас могут быть магические способности. Опять же, у нас не раз повторялась эта ситуация в сигнификации. Причем это может быть даже у вас идет по крови. То есть ваши какие-то там предки, бабушки, прабабушки, мамы, может быть, у кого-то занимались тоже либо таро, либо целительством, либо какими-то ритуалами, да. Вам это передалось, но вы почему-то еще сопротивляетесь. Вы либо же не хотите, либо побаиваетесь. Но как-то вот внутренне вы не готовы развивать в полной мере свои таланты. Но максимум, что вы можете, это может быть немножко кто-то балуется таро, пытаетесь как-то, да. Но опять же, здесь нет клиентов. Здесь скорее вы можете что-то себе так раскладывать, да, ну, тренироваться немножко, но это не серьезно. Может быть, там близких родственников, если у кого-то целительские способности, вы можете лечить, ну, так, баловаться лечить, да, но у вас, в принципе, это получается. Вы человек, который, в общем-то, довольно такой серьезный, семейного склада. Я уже даже не удивляюсь, потому что очень часто у нас в сигнификации выпадает именно карта семьи, либо же семейно ориентированного человека, да. Кто-то из вас сейчас однозначно имеет еще женщину, жену скорее, да, неважно, гражданская, либо же официальная. Кто-то в планах имеет вот именно заиметь новую женщину для семьи. Женщины, которые вас окружают, они вас не очень-то устраивают вообще, да, я сейчас про холостяков говорю. Почему у вас может быть проблема именно с устройством вашей новой личной жизни? Да, много одиноких, я думаю, скорее всего, здесь большинство у меня на канале, либо же те, кто с меня смотрит, большинство все-таки живут одни, либо же может проиграться еще одиночество вдвоем, да, когда вы можете пребывать в отношениях, но тем не менее не чувствуете себя счастливым. Кто-то живет ради детей, может быть, ради внуков. Кто-то все-таки еще надеется, что, может быть, даже Вселенная подарит вам ребенка, особенно те, у кого детей нет. Вы человек очень надежный, вы человек, который, ну, вы человек действий. Вы всегда свое настоящее отношение показываете делами, не словами. И это очень важный момент, который ценят ваши окружающие. Так, что еще о вас нужно знать? Есть армейские ребята, которые сейчас там, где горячо, опять же. Какая-то у вас подвешенная ситуация, связанная с прошлым. Что за ситуация? Смотрите, поскольку общий расклад, скажу так, с разных ракурсов. У кого-то проиграется, что вы, может быть, не дорешали что-то с вашей бывшей женщиной. Здесь может быть вопрос алиментов, здесь может быть вопрос, ну, какие-то вопросы детей, да. Может быть, куда-то на оздоровление вести. Может быть, она хочет, чтобы вы большую сумму давали, больше вкладывались как-то, да.
Может быть, вы сейчас проходите юридические моменты, вы еще не дорешали, не досудились. Но здесь много вариантов может быть. Но есть еще такие, которые все-таки вот душой и телом еще живут как бы в прошлом. Но это скорее будут свежие такие расставания, разводы, которые вас не отпускают. Вот вы реально готовы все забыть, все простить. Вы днем и ночью вот спите и видите, когда же вернется все, когда вернутся отношения, когда же все наладится. А оно все не налаживается, не налаживается. Давайте-ка, ребят, сделаем маленький опрос все-таки. Вот напишите мне в комментариях, все пишите. Вы все-таки отпустили, вот если по-честному, я когда-то уже делала такой опрос, но поскольку новых зрителей, новых подписчиков много, вы отпустили свое прошлое, свои прежние отношения, либо же нет? Вот по-честному, положа руку на сердце. Или все-таки еще душа болит, а сердце плачет, вы думаете часто, вы вспоминаете часто. Вот напишите, как обстоят ваши дела. И давайте-ка посмотрим все-таки ближе к нашему раскладу, как же снова поверить в любовь, да? И сможете ли вы поверить? Так. Знаете, я вам скажу так. То, что вы кто-то сейчас проходите некую такую внутреннюю трансформацию, может быть, да, какой-то самоанализ, вы можете, да, ностальгировать, но в то же время вы делаете работу над ошибками и понимаете, что где-то в чем-то могли быть вы неправы, где-то в чем-то вы можете даже себя корить. Напишите, ребят, вот у кого это проигрывается. Вы можете, знаете, вот, ну я пример банальный приведу. У вас могут быть мысли, вот если бы я поступил не так, а эдак, все было бы иначе. Если бы я больше проводил с ней времени, все было бы по-другому. Если бы я это, если бы я то, и вот вы себя можете вот немножко и накручивать, и самоедством заниматься, да? Вы не то, чтобы не верите в любовь, а вы реально еще многие не отошли от прежних отношений. В любовь вы как раз верите, ребят. Вы, ну, единицы, может быть, совсем отрешенные, да, мы не берем такие вот уже совсем последнюю стадию, кто сейчас находится вообще у разбитого корыта, потому что, ребят, ваша ситуация, она сейчас на самом пике, она сейчас самая острая, поэтому мы ее сейчас не будем рассматривать, хотя и это пройдет, вы знаете. Я скорее скажу о тех, кто уже какой-то период врозь живет. Вы верите в любовь, вы даже кто-то ищете любовь, вы пытаетесь, да, как я уже говорила, вы, может быть, кто-то пробует вступать в новые отношения, вы кто-то, может быть, переписываетесь, ну, такой маленький кастинг, маленькие тесты своего рода, но почему-то вот ваше сердечко молчит касательно новых отношений. Это связано не с тем, что вы не верите в любовь. Вы ее хотите, вы подсознательно ищете. Но у кого-то проиграется, как я уже сказала, не отпустили прежнюю женщину. У кого-то может проиграться, что вы сейчас либо же проходите, либо прошли уже такой период, когда, ну, очень сильно активизируются вредные привычки, да, вот эти все рюмочки, обнимаются с бутылочками, вы понимаете, о чем я говорю, да. Поэтому у вас может быть, конечно, период застоя, затишья. Вы пытаетесь свою боль заглушить, но это не потому, что вы не верите, а потому, что вы... Кто-то не отпустил женщину, кто-то пытается так облегчить свою боль, но опять же вы понимаете, что никакие бутылочки, ничего не заглушат вашу боль. Это такая очень временная история. Те, кто сейчас страдает, ребят, еще какой-то небольшой период вы будете в таком состоянии, но потом вы начнете немножко оживать, вы начнете обращать внимание, что ну, вокруг все-таки есть женщины, но для этого нужно время. Далее, теперь те, кто
уже прожил, да, эту историю. Как я говорила, а то я немножко перескочила тогда, вы знакомитесь с женщинами, но у вас, ну, сердечко не ёкает не потому, что вы не верите, а потому что у вас теперь намного более серьезный подход к женщинам. Те моменты, на которые вы раньше могли закрывать глаза, сейчас для вас могут быть очень серьезными. Это какие-то личностные качества, это какие-то, может быть, хозяйские даже моменты, да, вот вы сейчас можете больше обращать внимание, какая женщина хозяйка, какая она чистоплотная, насколько, да, она чистоплотная, аккуратная. Вот в моменты, допустим, готовки, там, стирки, глажки, но это как-то уже не на первом месте. В принципе, оно и раньше у вас было не на первом, потому что многие из вас довольно неплохие повара, и, в общем-то, сейчас техника, к счастью, очень и очень развита. Поэтому для вас важна женская душа. И вот эти вот качества, которые для вас сейчас, ну, очень-очень весомые, значимы, вы их порой не находите в женщинах, с которыми вы знакомитесь. Вы можете переживать и отчаиваться, потому что вот одна, допустим, неаккуратная, вторая, допустим, там, может быть, корыстная попалась, третья еще какая-то продуманная. И вы начинаете порой опускать руки на пустом месте. Ну, это я так называю на пустом месте, но не от того, что вы такой плохой, может быть, да, не от какого-то отчаяния, а просто вы не встретили еще ту женщину, которая вам по судьбе. Все мы периодически по жизни встречаем каких-то людей, каких-то партнеров, да, но это не значит, что вот все мы со всеми должны жить, детей родить и так далее. У нас сегодня такой немножко психологический, да, вот расклад. И, ребят, вы, в общем-то, верите в любовь. Здесь даже не обсуждается. Я это уже несколько раз повторила вам сегодня. У вас, впрочем, еще такие могут быть, знаете, то ли завышенные немножечко ожидания. У кого-то может проиграться завышенная планка, потому что когда-то вам сделали больно, и теперь у вас завышенная планка. Вы теперь к женщинам можете, кто-то из вас, как, ну, такие как ежики, да, очень-очень серьезный подход. Так, у вас будет новая история. Пройдет немножечко времени, у вас будет новая женщина, новая семья, с которой вы обретете именно ту гармонию, которую вы так ждете. Гармонию, любовь, счастье и покой. Есть у некоторых из вас, опять же, еще проблема такая, да, проблема комплекса, вот внутренних таких сомнений, страхов, комплексов еще. Они могут, опять же, как такой, знаете, как червячок, который сидит в яблоке, так вот эти мысли сидят у вас в буйной головушке и периодически, ну, пытаются вас ввергать в какие-то сомнения. А вдруг вы недостаточно богаты, а вдруг вы недостаточно красивы, да, и вы сами себя можете вот этими вот мыслями, ну, стопорить, вы можете вгонять себя в комплексы. Вы сами себе неким образом из-за этих негативных, темных мыслей можете отравлять свою жизнь. Кто-то из вас, даже я вот вижу, что могут не особо так активно знакомиться из-за этих комплексов, либо вообще не знакомитесь. Потому что вот вы себе вбили в голову, что у вас мало денег, а женщины не любят бедных. Либо же вы недостаточно красивый, и вы не понравитесь. Либо у вас еще там что-то не так, понимаете? И вы себе сами своими мыслями создаете очень много комплексов и страхов. У вас будет любовь. Вы просто не встретили пока свою женщину, ребят. Даже если вы 10 женщин перебрали, у каждого это свое количество, это не то, что вам вот, ну, как бы, это не то, что вы вот не видите достойной женщины. У вас просто критерии поменялись. Вы можете даже встречать довольно неплохих женщин, но по вашим критериям вот она и там, и там, и там не подходит. Понимаете? У вас немножко стали, может быть, даже завышенные критерии.
Вам хочется теперь снять розовые очки, и вы их сняли. Кто-то в процессе. Вы пытаетесь найти какой-то баланс вот еще в своем внутреннем мире, потому что не все нашли гармонию, не все нашли баланс. Я понимаю, что сегодня такая информация, которую, может быть, не один раз вам придется видео пересмотреть, чтобы все понять и по полочкам разложить. Но проблема кроется порой в голове, ребят, в ваших мыслях, в ваших каких-то навязчивых страхах, ощущениях. Здесь даже вопрос не в том, что вы верите или не верите в любовь. Вы все верите в любовь. Но страхи и сомнения – это главная преграда и проблема вашей жизни. Плюс то, что пока вы не встретили свою женщину, но которая обязательно встретится. Еще такой маленький совет, я уже как-то рассказывала об этом, что запомните, вот понятно, что вам делали больно, может быть, кому-то не одна женщина делала больно, но запомните, что все женщины абсолютно разные. И там, где одна предавала, изменяла, там косячила где-то, это не значит, что все женщины будут такие. А у вас, у некоторых порой такие страхи есть. Поэтому здесь даже не вопрос веры, я в 10-й раз повторяю, ребят, пытаюсь до вас достучаться. Здесь не вопрос веры, верить, не верить в любовь. Здесь вопрос вашего внутреннего самоощущения, ваших внутренних таких вот страхов, комплексов. Поэтому здесь нужна очень такая хорошая работа над собой. И тогда, может быть, даже навскидку женщины, с которыми вы могли вот недавно еще пытаться создать отношения, когда вы все хорошенько обдумаете, проанализируете, вы можете даже некоторые понять, ну такое, знаете, как озарение будет, что елки-палки, да она же была неплохая. Почему я к ней цеплялся, да, вот почему я, может быть, где-то в чем-то придирался, да, вот у страха глаза велики. Она была, в принципе, хорошей женщиной. Поэтому подумайте, у каждого своя проблема, у каждого свой случай. Где-то, может быть, нужно поработать кому-то с психологом, если вы понимаете, что вы не можете справиться со своей ситуацией. Но вы верите в любовь, но эта вера, но она так глубоко спрятана за вашими страхами и комплексами. Эта вера теперь спрятана за страхом обжечься, не наступить на те же грабли. Поэтому вы, ну, чуть ли не как с микроскопом, наверное, теперь будете рассматривать каждую женщину. Вернее, ее качества, ее человеческие качества, потому что для вас это очень и очень важно. Поэтому, мои хорошие, у вас обязательно все получится. Сегодня такой непростой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!